Как получить вторую концовку в игре Побег Пацана 3 Летний лагерь? Нам снова предстоит забегать мимо охранника на КПП, но в этот раз немного при других условиях. А при каких, вы сейчас увидите. Приятного просмотра! Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании есть ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Сложность экстрим у нас, то есть максимальная сложность, одна только жизнь, попадаться нам ни в коем случае нельзя. Погнали, собирать все нужные компоненты. По сути, нам нужно то же самое, что и для первой концовки, но кто не знает, для побега на КПП нам нужно слабительное, для этого нам нужны 3 вида травы и пойти в медпункт это все нахимичить. Сначала мы отправляемся в заброшенный дом за 2 из них, они всегда спавнятся скриптонно в одних и тех же местах. Это сразу вот здесь слева зеленая трава и справа синяя. Для красной нам нужно попасть на спортивную площадку, но по дороге мне будет проще еще заглянуть в столовую. В столовой нам нужно стащить бутерброд, где мы это самое слабительное и используем, а потом подложим это сторожу. Вот у нас столовая. Самое главное условие для этой концовки — это ни в коем случае не общаться, то есть не скипать диалоги с Артемом, с нашим соседом по комнате. Ну, вообще не нажимать на диалоги с ним, это категорически запрещено, но, по крайней мере, можно немножечко нажимать, но определенную реплику нельзя нажимать. Ладно, заходим вот здесь сзади. Ходить можно в полный рост, даже несмотря на то, что это сложность экстрим, это странно работает, и в холодильнике у нас гарантированно будет бутерброд. Первый и третий холодильник, почему-то всегда у меня спавнится только там бутерброд, я уж не знаю, может ли он еще где-то заспавнится. Но бутерброд мы получили, а теперь нас интересует спортивная площадка. Для спортивной площадки нам придется двигаться через домики вожатых. Это у нас вот здесь, прямо перед вот этим жилым корпусом. Погнали. Сразу здесь мы встречаем местного надзирателя, но он всегда скриптованно идет в ту сторону, поэтому нас не побеспокоит. Здесь находится спортивная площадка, там сразу у нас находится переход в локацию медпункт, и сразу туда мы как раз таки отправимся. Но по пути заглянем сюда и заберем красную траву, она тоже спавнится скриптованно в одном и том же месте. Никакого рандома тут нет. Ну, я имел в виду про спавны. Так, этот у нас тоже пошел. А, он пошел по тому же маршруту, просто я с другого ракурса уже заходил, поэтому кажется, как будто в другую сторону. Нас интересует медпункт. В медпункте никого из надзирателей не будет, что странно, потому что есть одна реплика кого-то из парней из лагеря, то что будь осторожен в медпункте, если тебя увидят, то у тебя будут проблемы, но по сути здесь никого нет. Вот здесь у нас пропорции для того, чтобы нахимичить слабительные 60, 30 и 10% разных компонентов. Химичить мы будем вот здесь. Один клик равно 10%. Сейчас у нас заполнено 100. А, нет, у нас ничего сейчас фактически не заполнено. Зеленого 60%. Это значит нужно вот так, по-моему. Красный 2 раза, 1 раз... А, я, кажется, перестарался. А, да. 1 раз синий. 3 раза красный и дальше все остальное зеленое. А, я сбился, потому что вначале у нас уже немножечко была заполнена колба с синим цветом, как я понял. Все, слабительное у нас появилось в инвентаре. И это все, на самом деле, что нам и нужно для побега. Теперь нам только нужно добраться до КПП. Маршрут до КПП следующий. Выходим здесь, ждем, пока этот пройдет в сторонку и идем в жилой корпус. С жилого корпуса поворачиваем направо, ну и идем в столовую. Ну, в любом случае, маршруты здесь есть разные. Здесь в игре есть карта. Как хотите, так и путешествуйте. Вот, собственно, этот маршрут. Если вы поиграете немного в игру, побегаете туда-сюда, то вы быстро освоитесь и уже запомните, где что находится. Так, после столовой заворачиваем сюда и идем к следующему проходу. Там у нас будет клуб. Вот этот клуб. А, кстати, это буквально клуб. Я почему-то думал, что это клубы раньше. Ну, типа, бесконечное лето, кто играл, то те знают, про какие клубы я имел в виду. Дальше дальний у нас проход, ближняя спортивная площадка, а дальний у нас как раз-таки КПП, которое нам и нужно. Главное, не подставляйтесь под окно, где вас может увидеть охранник. Вот здесь это окно. И идем ему вот это подставлять. Подставим мы его, конечно же, сейчас жестко. В итоге он уйдет в туалет, а мы заберем себе ключ, которым у нас, кстати, тэпнет игра. Я не знаю, почему это так работает, но так это в игре работает. Поймете сейчас, о чем я? Вот анимация закончилась, а мы сразу же тэпнулись перед ключом. Странно, конечно, но да ладно. И теперь сбегаем. Кто смотрел прохождение на первую концовку, то те понимают, в чем разница этого прохождения от первой концовки. Уходим, но в этот раз уже одни. Концовка 2 из 8. Отлично, тебе удалось сбежать через ворота. Но что дальше? Ты совсем не подумал о карте местности и запасе еды. В следующий раз подготовься получше. Что любопытно, я подбирал в инвентарь карту и пробовал сбегать с картой, но никакой другой концовки здесь нет, и все равно игра показывает, что у тебя нет карты местности. Ну, короче, это как-то странно работает, но в итоге все равно концовку 2 вы получите, даже если будете с картой. Время прохождения всего лишь 6 минут, но опять же, я уже наиграл нормально здесь, иначе я бы на сложность экстрим не пошел, поэтому
все делал быстро, четко, у меня уже оптимальный выстроенный есть маршрут, куда как двигаться. Ну и никаких проблем, даже несмотря на сложность экстрим, у меня вообще не возникло. Надеюсь, что и у вас тоже для себя получится получить вторую концовку. Ну и также надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы поставите лайк. Также подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений и желаю вам успеха, и надеюсь, увидимся в следующем выпуске.